Итак, Сумеру. Наконец-то Сумеру. Ту-туру-ту-ту. Как я рад. Так, вот она. Вот она карта, которая раньше была закрыта, а теперь открыта. Там вот здание какое-то отсюда вижу. Раз, статуя Архонта. Что тут еще видно? Отсюда еще одно здание. А, да тихо ты. Не разговаривай. Ага, вон тот гигантский робот, которого тоже нам показывали во время стрима. Что еще отсюда видно? А, ну и все, в принципе. Больше ничего отсюда пока не видно. Река некая. И все. Так, зачем я вообще сюда пришел? А вон дорога, еще какое-то жилье. Меня заинтересовал вот этот телепорт. Его раньше здесь не было. Он новый. Раз он новый, он вызывает интерес. Так, а что это у нас тут хиличеру делают? Что там це такое? Хиличуры хотят напасть на геосваймов, и геосваймы охраняют ту руду? Ну, ребят, значит, вы между собой не можете определиться, кому что достанется. Я заберу все. Простите. Не в них. А, так я ее уже забрал. Опа. Сундук. Где-то там в глубине. Мне кажется, или он среагировал на сундук, который уже находится в Сумеру. Оп. Что у нас там? 98. Великолепно. Так, нам нужно проверить теорию, на какой сундук он среагировал. Точно, он показывает куда-то туда вглубь. Вижу отсюда, о, загадка. Четко видно, где грань прорисовки. Где есть трава на земле зеленой, а где ее нету. Так, сейчас 6 секунд откатится и посмотрим, куда он мне показывает. Если вперед, значит Сумеру. Если куда-то вниз, значит это где-то тут, в подземельях. Вперед показывает куда-то. Да, это он показывает уже в Сумеру. Так, возвращаемся к тому телепорту. Он где-то здесь, и он ниже. Так массивно смотрятся эти скалы. Вот он. Его здесь раньше не было. А для чего он тут? Так, о, а это мне накинет? 100%. Все. Разлом 100%. И не волнует вообще. Куда это меня приведет, интересно? Здесь раньше не было прохода.
Ресурсов мало не бывает. О, феечка. Видна прям точка перехода с Лиюэ, с ее цветом. Вот после вот этого, с ее расцветкой. Да, все моста. И с расцветками уже Сумеру. Так непривычно рту говорить Сумеру, отвыкла. Привык и Нацума, Лиюэ, Монт. О. О, кто это такой? О, кто это такой? О, кто это у нас такой миленький? О, с него выпало мясо и гриб. Интересно. Гриб-звезда. Лес перемен. Идите дальше по лесу. Так. Какой-то квест. О, лес перемен. Отлично. Тестовый забег. Ага. Феник. Ага. Джунгли Дхармы. Лесной птероплесник. Сквозь дым и темные леса. Лес перемен. Ага. Это как раз новый квест. Отлично, пойдем. Вау. Дендробабочка. В Сумеру вам могут попасться символы, которые выглядят как четырехлистный цветок. Направляясь к ним способные управлять стихиями могут использовать их силу, чтобы перемещаться с большей скоростью. Если вы увидите такие бутоны соцветия, способные разбрасывать четырехлистные символы, используйте их, так будет проще путешествовать по Сумеру. Спасибо. To Sumero, our next objective should be to head to Sumero City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. But even so, people call Sumero the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to... But, Paimon doesn't know the way to Sumero City. Maybe we can, even if we can't see exactly where the city is. Отлично. О! Wait a second. Look. Кто-то уже нас встречает. Perfect timing. Now we can just ask for directions rather than wander. Hey there. We're not from around here and seem to have gotten a little lost, huh? Did they not hear Paimon? Hey, you over there. Could you give us some directions? Кто ты? И пошла дальше. По воде. Ладно. What's going on here? There's no way she could have missed that. Wait, could she be ignoring us? Well, even so, she might be hiding something. When we get the chance, we'll just ask. Конечно, спросим. Come on, let's follow her. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. Это был просто тестовый прыжок? I can put these to good use. Символ дендра. Где я успел ее подобрать? Вау. Так, надо чуть-чуть поменять отряд. А именно, сделаем мы
Вот так. Just what will we come across? Ага, в цветок стать нельзя, ясно. А как мне туда скарабкаться? Оп. Оп, 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 оп. Уже началось. Вот оно. Вот оно. Что это у нас тут такое? Ой, еще один. Привет, ты кто? Гриба чего? Продать за деньги? Какой-то гриб можно продать за хорошие деньги. Увядание. Туман. У тебя офигительный шмот. Вот честно, дизайн главного героя сейчас наиболее подходит так жителям Сумеру. Особенно если мы в пустыню уйдем. Увядание. Ага, нам об этом что-то говорили. О, Фрукхарра. Как интересно-то. Так, что-то там про обучение. А, четырехлиственный символ, ясно. Уже изучились. Оу. Нифига себе. Вот это у него дальность. Ну, нормальная такая дальность у этой штуки. То есть, если ее... О, какаду. Или кто ты? Привет, милашка. О, сколько всего интересного. Красота. Нам-то тут дендра. О. А кто это был? Что ты? Что это такое? Видел, конечно. По сколько? По 20 дендракулов? Не по 10. По 20. Ладно, допустим. О, что это там бегает? На какого-то медведя странного похож. А, давай резонируем с дендра. Ачивки так и летят. Ни за что. О, скитания по миру 3. Соберите полную коллекцию истории Шуруя и Сирин. Соберите полную коллекцию учения листвы. Соберите полную коллекцию плывущего свитка песен. Так, ну ожидаемо, что тут мы будем какие-то книги собирать или там, в общем, учения. Интересно, очень интересно. По-моему, вот у этих... Слушайте. А по-моему, немножечко изменился дизайн у достижений. Особенно если смотреть вот эти слева маленькие пиктограммки, они, по-моему, раньше по-другому выглядели, нет? И вот эти, которые мы собираем, получается, как закалялась стая, вот слева значок, тоже, по-моему, по-другому выглядит чуть-чуть. Разве нет? О, ищем достижение появилось. Оп! А раньше не было этой штучки. Мелочи приятно. Так, обзор нового контента. Вот такие мелочи меня интересуют ничуть не меньше в интерфейсе и в прочей фигне.
600 камней истока. Чем сам сюжет новый. Ну это что это у нас такое? Сумерская роза. Выглядит неплохо. Так, нам за той женщиной вообще идти надо. Но мне как-то так на нее плевать, откровенно говоря. О, это что такое? Оп, еще какая-то женщина. Водопад. О! Сундучок. А кто тебя охраняет? Плесенники. Блин, он под водой. Неактивированное ядро плесенника. Здоровое ядро плесенника. Новые ресурсы. Еще какие-то новые ресурсы. Куча новых ресурсов. Учение о честности. Ага, интересно. Так, а что это за женщина у нас тут стоит? Сирин. О! У меня же ачивка про нее есть. Костюмчик у тебя, конечно. Слушай, выглядит отпад. Мечта косплеера, как по мне. Привет, Сирин. Ты кто? Мне не удалось найти место, где растет лотос Ниотпала. Ты собираешь лотос Ниотпала? Пока нет, я просто отметил место, где растет лотос. Лотос Ниотпала — это лекарственное растение, но для большего эффекта его нужно использовать в свежем виде. Будучи врачом лесного дозора, мне нужно отмечать места, богатые лекарственными растениями, чтобы собирать их при необходимости. Тропический лес как бы выглядит умиротворенным, но не стоит недооценивать опасности, таящиеся в нем. Старайся идти только по лесным тропам и внимательно следи за всем, что происходит вокруг тебя. Само собой. Помимо лекарств, нужно всегда держать при себе оружие, которым ты хорошо владеешь. Его можно использовать как для охоты, так и для сражения с монстрами. Оружие дальнего боя, например, лук, отлично подходит для наших дозорных. Изогнутый лук. Мне дали оружие. О, мята! Хиличуру и мята есть повсюду. Кстати, я не видал еще хиличуров. Оп, стоп, кто? Какой-то краб был. Спешал. Задание на время. Как же тут охрененно. А звуки-то какие? Так, надо кое-что поменять. Звук. Музыку чуть прибавим. Эффекты. Голос оставим, вот музыку еще прибавим. Вот так вот сделаем. Чтобы лучше слышать звуки Сумеру. Какой-то новый гриб. Хотя нет, гриб-звезда. Берется, но не отмечается как новый. Что? О, светлячок. Не взял, что ли? Нет, не взял. Так, ну-ка давайте попробуем выполнить. Соберите 2% частиц за 1 секунду. Что? Как-то странно задание было озвучено. Пружинистые грибы. Этот вид прыгучих грибов принадлежит к созданиям трилакшаны. Трилакшаны, да. В обычных условиях вы можете прыгать на них, чтобы подпрыгнуть еще выше. Оживите их с помощью электро, и их пружинистость увеличится. Этот вид прыгучих грибов принадлежит к созданию увеличится.
Вон как, чтобы прыгнуть выше, их нужно бить электро. А не пира. Если что, так, на всякий случай. Тогда... Будьте любезны. Behold, the И пойти со мной. О, там я вижу эту штуку. О. Как удобно. Я пришел, кажется, к кому-то домой. Вау. Вау. А я могу сесть? О, можно сесть. Да не залезть, а сесть. Как уютно. Книжки, рисунки, какие-то склянки, пергаменты. Это, наверное, еда. Тут же кровать. Дверь из листьев. Оп, какая-то деревушка. Здравствуйте. Ладно, это я отвлекся. О, место для фотографий. О, искатель приключений. Здравствуй, друже. Странствующий торговец. The rainforest climate is far more pleasant than that of the desert. Что я нашел? Запись «Город над лесом» занесена в архив. О, нам же его тизерили постоянно в во всех роликах про Сумеру и на стриме. Оказывается, вот куда я пришел. Город над лесом. Так, давай с Дариной поговорим. У тебя тоже очень интересный костюмчик. Прям идеально подходит для жаркого климата. Путешествовать по пустыне. А ну по тебе видно, что ты загорел и путешествовал по пустыне. Расскажи мне о пустыне. Тебе предоставили бескрайние пески, обжигающее солнце и сухой пыльный ветер, не говоря об опасных песчаных бурях и руинах, в которых спрятаны странные механизмы. Звучит заманчиво. По слухам, прежде в Сумеру не было пустыни, но потом она появилась из-за войны между Алым Королем и Рукхадеватой. Впрочем, меня не волнует, откуда взялась пустыня. Куда больше меня интересует, когда же она исчезнет. Тогда для нас, странствующих торговцев, путешествия станут куда безопаснее. Верно? Большие мечты. Что ты мне сейчас дашь? Клевер везунчика. Неплохо. Ладно, надо последовать за той женщиной. Я что-то прям совсем убежал. Ящерица какая-то. Так, а это что у нас такое? Любопытно. Волну он не пускает. Так, стоп, что? У всех теперь такой рисунок на оружии? Разные рисунки, раньше их не было. Такой орнамент небольшой появляется на оружии, когда он исчезает. Вот лоб такой. Не было раньше этого такого, они все плюс-минус светились одинаково. Это что-то новенькое. Как я тащусь от таких мелочей? А, в полете... А, я в полете тоже могу на них агрессировать. Очень интересно. Да, вот РБ. Крылья сбиваются, ясно. Буду знать. She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished.
like she's meditating. Oh. It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home. Опа. Huh? What's the matter? You don't look too good. What? Is the smell making you feel Мне нужно выйти срочно. Что такое флешбеки? Дайте нам ролик. Traveler? This is no time for a nap. Ролик. Нет, не будет ролика. Что за... Древо. Не время подтягиваться, дурень. Голос говорит на китайском. Мир забудет меня. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then Колей! there's absolutely nothing to 100 worry лет, 100 about. зим. С манги тебя не видел, когда тебя забрал с собой в Сумеру этот паренек. Забыл, как его зовут, Лис. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness, Traveler, you're finally awake! Well, we're at... good question. Where are we? Haima was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the Так, forest rangers as a base of operations. Харва. My name is База Polly. лесного. I'm a О, trainee Колей! forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Точно, мы же с ней не знакомы. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Еще немного отвара. Чувствую, это будет отвратно. Whoops! Ну, Колей, ну чтоб тебя. Оп, оп, Colin, what's the чигнари. matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. О, новый типаж Alright. лица. I'll get it for you once Вот I'm этого finished here. второстепенного персонажа с низко опущенными глазами. Sorry, Master. Уголками глаз. Раньше не было такого. Now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he Разные requires человечки, any которые of our танцуют medicine, перед его be sure глазами. to charge him accordingly.
So, how are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He is chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me Ну, вот так в explain it игре for ты you as выглядишь well. симпатичнее, чем It is на common баннерах. practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. Медитируют над травой. While in hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's Избранных. cognition, Видимо, as избранные you это те, кто experienced может, firsthand. кто владеет Does that глазом make Бога. sense? Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences? Or did you see anything while unconscious? Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a Так, а что я while longer in увидел? Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand Какие the у тебя gravity of белые the уши, situation Тигнари. once I explain everything. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination. If you're skeptical, have a whiff of this. Oh, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For Хорошо. now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Хорошо. Seriously? We just arrived in Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but, hey! Are you even listening to Paimon? Да слушай я тебя, что ты Paimon's over here заводишься? worrying about you, you know. What's weird? You mean how you're feeling now? You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Это, скорее всего, точно такие же воспоминания, только уже чужие, либо страхи, с которыми мы столкнулись в Инадзуме, когда чужие желания мы смогли ощутить и воспользоваться их силой. Зуб даю. В тот момент у меня было ощущение, что я нахожусь глубоко под землей, и там было красное небо. Может, это был Кенри Арх? А может быть, слушай. Considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Я не думаю, что он ошибся. Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? Oh, Paimon gets it now. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up, but it seems like asking Tainari might not be an option Ну-ка, давай, anymore. что интересного расскажешь? What do you think we should С do? Калеей, хорошо. Good idea. Kale's pretty friendly. We can ask. Вы всю ночь отдыхаете в комнате. Угу, хорошо. Rise and shine! Come on, it's time to go find Kale. Найдите Калеи. Так. Воу! А, это та деревня, получается. Я же тут был, а потом вот отсюда пошел вниз вот по этой дороге. Да.
Так, секундочку. Новые подземелья какие-то. Гид новый, бог с ним. Что у нас здесь? Once there was a glorious kingdom established. Здесь навряд ли я вижу что-то новое. О, 900. Отличненько. А лимит недели не уменьшили. Крутяк. Что у нас здесь? Ничего не изменилось. По крайней мере, я не вижу изменений. В плане наград. Хорошо. Так, молитва. Ага, патруль лесной чащи. Горы и рынки. Путь воплощения мне плевать. И здесь стандартный, тоже ничего не поменялось. Так, насколько я помню, у меня тут 78 круток. О, журнал молитв. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь по 5 вмещает. Изменили. Тип молитвы. Молитва. Ага, теперь выбирается вот так. Изменили журнал, как выглядит. Теперь это поприличнее все выглядит. Раз, два, три, четыре, пять. Да, теперь 5 помещается. Считать будет проще. За 6 месяцев. Ага. Итак, крайний раз. Мне что-то впадало. Так, вот 50 круток. 55. Угу. Так. Вот, комиссата Аята. Значит, 15. 5 на 5, 25. 5 пишу, а у меня 5. 75 круток. 76, 77, 78. 78 круток. Кто у нас тут? Тигнари, Калей, Диона и Фишель. Отлично. Тестируем. Делаем так. У меня 78 круток. Сейчас я кручу какую-то определенную по одной крутке. Если мне выпадает Тигнари, то я перестаю крутить, прости, Калей, но тебя я не буду выбивать, и коплю примагемы на Ганьюй, потому что дальше будет Ганьюй. Если мне не выпадает Тигнари, то у меня гарант на Ганьюй, и я могу спокойненько крутить этот баннер, пока мне не выпадет, набивать себе Калеи. Потому что там будет уже плевать, докручу опять ближе к гаранту и выбью потихоньку себе Ганьюй. Что ж, поехали, крутим по одной. Борода. Сейчас. Пятизвездочный, и это барабанная дробь. Здравствуйте, Гнари. 50 на 50. Мне сейчас полторашка оторвет руку. То ли от счастья, то ли от зависти. Я не знаю. По-моему, меня сейчас загрызут. Что такое, солнышко? Что такое? Я тоже хочу. Ты мне 2 делюков еще не простила, а теперь еще и Тигнари будешь меня пилить, да? Да. Ты со мной разведешься скоро? Нет, Нет? не хочу. Что ты там хочешь? Так, прости, Калей, но не в этот раз. Хотя, стоп, у меня же там скоро 10-я крутка будет по счету. Давайте чуть-чуть докрутим до 10-й. Чтобы посмотреть, выпадет мне Калей или нет. Вдруг мне Фишель выпадет. Фишель тоже лишний не будет. Ага, вот она, 10-я крутка и... Диона! Кто бы сомневался. Это она у меня теперь C10, C12. У меня C20. Да. Тигнари. Иди сюда. Симпатяга. Ботинки такие у тебя мощные. Huh?
Как мило он шевелит ушками. Uh, Ага. Он вычесывает ушки. Он чешет ушки. Какая красота. Так. Это мой первый дендроперсонаж. huh? Так, оружие. Ага, достает как Венти. Здесь понятно. Созвездие, ага. Таланты, ну понятно. С чего качается, а не с чего. А персонажи потом. Давай тебя возвысим. Сразу. А возвысить я тебя? Да, не могу. У меня нет необходимых ресурсов. Какая милота. Он так мило вычесывает свои ушки. Что ж, тогда погнали в тестовый забег. Сразу. Посмотрим, что он из себя представляет. Так, анимации стрельбы. Ага. Ага, он в процессе стрельбы меняет руку, с которой стреляет. И все. О, и ушком в конце так. Оп-оп. И ушком. Оп-оп. Проверяет так. Ага, целится он как Венти. Ясно. О, тут же и колеи. Привет. Какие у тебя мощные ботинки. Но при этом открытые пальцы. Интересно. Очень интересно. Ну-ка, твои анимации. Ты ведь тоже лучник? Ну-ка, поехали. Первый выстрел. Угу. Второй. Ага. Третий. О, ты получается, что-то бросаешь на третий выстрел? Да, что-то бросаешь. А, все, что ли? Всего 3. А целишься ты? Ага. Ясно. Так, как Ешка Тигнари выглядит? Can't see. Ага. Ясно. Ой, что-то еще. Так. Enshroud. Очень интересно. Давай попробовать. А, вот, второй заряд. Can't see. То есть пока действует Ешка. Ага. Ясно. О, ульта. I'll uproot you. Enshroud. Ага, ясно. Так, а если... Стимуляция какая-то. Интересно, так. Ну-ка, колей, твоя ульта. Обострение, стимуляция. Очень интересно. Ой, одна попала. Так. Ну-ка, Тигнари еще In the раз. butt.
keep up. Oh. Can't see. Surrendering will be gentle. Steady as stone. Ага. Понятно. Очень интересно. Тигнари, он что-то такое по анимациям и по тому, как стреляет. Что-то среднее между Ганью и Венти. Ну, лично мне так кажется. Так, Джун Ли. Блин, ну, давай быстренько пройдем тебе. Ты уже какой-то 3-й раз или 4-й твой баннер. Уже который раз могу тебя выбить, но пропускаю. Потому что ты мне не интересен совершенно. You're in for a little Окей, а shock. куда будет интереснее? Cool it. This smoke will be frozen in time. Order guide you. Free. Ну, вот я вообще не понимаю. Вот и вот я накинул щит, а ради чего? Oh, so sorry. Let's spark things up a little. Come a little closer. О, новые анимации, как бьют по щиту. Free. Раньше не было их. You're in for a little shock. Ну а что Джунли сейчас может сделать? Только утонуть. На 27 тысяч. Да, большая ульта. Может быть, когда-нибудь потом я тебя и выбью, Джунли. И то ради этого. Ну, чтобы все архонты были у меня. Так-то ты мне вот даром не сдался. Так, Колей. Анимации мы твои посмотрели, так что давай смотреть твою дешку. Ага. Come a little closer. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Как он мило скачет. Try not to enjoy this too much. Ну-ка. О, горение. Давай еще ульту Лизы подкинем. Surrendering will be gentle. Чунь-чунь-чунь-чунь-чунь. Стимуляция, обострение. Ой, сколько всего нового. Ну и давай вас пройдем тоже уже за компанию, чтобы всех прошли. Don't get frostbite. Come a little closer.
Blitz. Look at you, Foozle. Cool it. Ах ты ж зараза. Freeze. I'm so sorry. You're in for a little shock. Cool it. Shake his hand, Stern. Let's spark things up a little. Can't handle your drink. Huh. Чему радовался, непонятно. Ну, дождь. Так, ну и фишель. Какое ей оружие дали? Железный, наверное. Ой, ржавый, наверное, ей дали. А, нет. Какое ей оружие дали? Бесструнный. Увеличивает урон элементального навыка и взрыва стихии на 24%. Freeze. This moment will be frozen in time. Shadow Raven, let night fall. No one escapes my sight. Go, go, Baron Bunny. Cool it. No escape. Midnight Phantasmical. Как бы я хотел поставить в один отряд Эмбер и Калей. Но, блин. У меня Эмбер мало того, что не прокачана, так она еще и C0. Она мне вообще не выпадает. Просто какой-то ужас. А так жаль. Так, это мы все прошли. Так, что-то там по обучению. Бутонизация. Элементальная реакция бутонизация. Гидра плюс дендра. Когда гидра входит в контакт с дендро, возникает реакция бутонизации, которая создает дендроядра. А на поле боя может быть только определенное количество дендроядер одновременно. Когда их время существования истекает или создаются новые, уже существующие ядра взрываются, нанося дендроурон по площади. Когда дендроядро входит в контакт с пира, возникает реакция цветения, наносящая еще больший дендроурон по площади. При контакте с электро возникает реакция вегетации, которая превратит дендроядра в самонаводящиеся ползучие снаряды. Вон как. Элементальная реакция катализ. Когда электро входит в контакт с дендро, возникает реакция стимуляции, а подвергшиеся... Рот не работает. А подвергшиеся ей существа переходят в состояние стимуляции. Когда существо находится под воздействием стимуляции, атакованный электро или дендро, происходит реакция обострения или разрастания, соответственно, и наносится дополнительный урон. А, вон оно как. Ясно. То есть, судя по всему, дендро у нас идет как чистая сап. Как удобно теперь путешествовать стало. С помощью этих штук. Так, там где-то еще один. Так, мне колей надо. В отличие от Инадзумы, где тебе нужна специальная штука, чтобы по ним путешествовать. Без нее никак. То здесь такой штуки не надо. Единственное, что жаль, крылья не открываются автоматически. А если они были закрыты, открыты, они закроются. Ну ладно, это мелочи. Феечку вижу. Ладно, надо к колее идти разговаривать.
All right. Next, let's see your right hand. Так, Yes. все в порядке not с bad. правой рукой. А, это, But видимо, please ее remember, you ожоги, still need to be careful. которые у нее были Understand? от ее этих Yes, экспериментов. I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter... С well, Фатуей, you походу, да? understand. But I have a vision too! Am I useless to everyone now? Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Определенно, да. Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the statue of the Seven. Статую Семи Архонтов почистить. Ну, нам не привыкать к таким странным заданиям. Новые прически, новый разрез Roger, глаз. I'll be right there. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Yes, Столько всего you can count интересного. on me. Что, солнышко? В чайнике дерево можно делать. Дерево можно делать? Из чего? Одно дерево в другое? Из камней? Из камней в чайнике теперь можно делать дерево? Очень странная логика, но допустим. Ну хотя да, руду проще добывать, чем деревья рубить. О, оказывается, еще новое дополнение. В чайнике теперь можно из камней делать дерево. Офигеть. So, Kale, what exactly are we going to be doing today? Kainari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, Ну, это имеет ensuring смысл. fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. Paimon, traveler, this way! You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. Отлично. Погнали. Рутинная работа тоже работа. Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. Немного шатается, по-моему, вообще на земле валяется. No problems with this lamp. Good. The Statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you... It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master Я wouldn't чемпион mind по if you don't скалолазанию. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much foot. Paimon will fly up with you and help you with those. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukkhadevata? Хадевата. Oh, is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Как Райден Unfortunately, Макото. she disappeared in a great calamity Да, that это occurred тоже a few было hundred наверняка years в те ago. же времена. According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside Звучит in the так, sanctuary будто бы она of Sirasana. заложница. Uh-huh. Then what happened?
happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... Я знаю твою Maybe it's предысторию, не difficult to переживай. discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Anyway, you two know Amber, right? Эмбер, да, события из манги, ну наконец-то. You mean... Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me Да, это become a new действительно было person. очень интересно. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call Она for действительно ей action at восхищается, any прям moment. чувствуется, как But голос is дрожит. also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... sorry. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. А, In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, спасибо. I thought it'd be inappropriate to bring it up. So that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. I wish I could tell you more about the Ginger Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. Ну, ничего страшного. Мы вместе с That's тобой alright. восполним эти You've пробелы. already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukadavata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Ginger Archon? So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? Да, мы же друзья. Мы все тут друзья. Жую. Alright, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. Будет очень весело, если будет прям механика чистки. Так, а вот чисто гипотетически, если я на него залезу, а потом применю. Работает. А, когда он поднимается наверх, я с него падаю. Он перестает быть как опора, ясно. Я не знаю, нужна ли мне эта роза, но возьму. Так, где же эти штуки, с помощью которых я тут скакал? До этого. А где? Они что, пропали? Вот одна из них. О, что это у нас тут висит? Что-то новенькое. Лотос калипалата. Новые какие-то растения. Очень интересно, обязательно их возьмем. Вон еще растут. Чтобы он прыгал в нужную мне сторону, было бы вообще отлично.
Угу. Где-то тут... Вот она. О. Какая хорошая дальность у этих штук. Huh. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kind. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukadevata or Lesser Lord Kusanali? You might be right. The statue does well anyway. We'll have to figure that out. Я, конечно, не знаю, как давно Кусанали правит, но я не думаю, что... Я не думаю, что все статуи резко переделали. Nice work. That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. Дальность просто сумасшедшая, очень удобно. О, сидит, ждет. Не стоит. Мелочь, а приятно. Welcome back. You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. Yay, food! What kind of goodies did you bring? Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Энтузиазм едоков — лучший комплимент для повара. The best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice portable dish that Стоп, forest что? rangers like to eat called pita pockets. I Вот. hope you'll like them. Не хочется быть душным, но я сейчас четко слышу имя Сянлинь, которое она произнесла. Вроде как, если я правильно слышу, что Сянлинь так сказала Пайман. А это не перевели, это такая важная мелочь. И отсылка на повара Ливе. А ее не перевели, почему? Это, конечно, духота та еще, но блин. Такой важный нюанс упустили переводчики. Whoops! No, you dropped it on the ground! Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Paimon nearly had a heart Что это у attack тебя за there. прикол с руками? То, что ты все роняешь. Видимо, это из прошлого, когда у тебя туда пламя шло сумасшедшее. Those pitas are amazing! You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include О, all my рецепт personal нового cooking блюда. pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Oh, I guess it happens from time to time. So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, Аму. Прям как я. something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. О, вот это хочу уши. Его уши наверняка очень приятно гладить. Такие гигантские уши. I know, right? I've always wanted to pet them too. Anyway, Master could have easily left the rainforest to take up a position at the Academia, but he chose to stay here instead as a forest watcher, helping the locals every day and passing on his knowledge to trainees. In fact,
Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why, is he going to die?" It probably started to get under Master's skin after a while. Похоже на Паймон. Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kali started to laugh. Ugh, that's it! Paimon won't forget this. It's time for some primordial wrath. Время гнева Паймон. No! Don't touch me! Клей? Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... О, I didn't mean that. Пламя ведьминого сердца, кубок пространства, бонус дендроурона. Ну, получите, распишитесь. Не знаю, зачем тебе это, но нормально. Отличный топливный артефакт. Да, тут моя любимая полторашка параллельно в Genshin тоже играет, только на планшете. Как же неудобно, что нельзя подключить геймпад, да? Кивает головой. Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Видимо, психологическая защита после проведенных на детей экспериментов. Let's hurry back to Gandharville. I think Master and the others should be back by now too. Как она изменилась, повзрослела. What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's practically running back. Paimon can't even see her now. Хочу посидеть. Ладно, пойдем. Блин, у главного героя запитанного дендра ульта выглядит... Значок ульты выглядит как ядерный взрыв. Traveler, you've returned. Насрин. Yep, we're back. Have Простите. you seen Kale by any chance? Насрин. Oh, Kale? Yes. Да, I новый saw her разрез go глаз into и her новые room just a moment прически. ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. Да, они определенно стали злоупотреблять перемоткой времени. А что это там такое? Возвышается, туда что-то стягивается. Словно песок. Интересно. Paimon was thinking all night about what happened with Kale. Хроническая Can't болезнь. figure out what the problem might be. Пойдем проверим колени. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Как удобно. Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself.
I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Так, куда мне? All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past А тогда feats. почему, если я не Instead, имею? I am going to tell you because... Well, because Kale asked me to. А, вот в чем дело. And Хорошо. honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Ну-ка, интересно. Yes, it's a disease unique to the lands of Sumero. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. Угу. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. Угу. That sounds terrifying. Не может управлять своим телом. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious Вот в stage. чем дело. However, there is unfortunately То есть это still no никак не true связано с cure for экспериментами, которые в Elazar. ней ставили в Фатуе. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one А, of their вон members как она к ним lied попала. and said they had a cure. What? The Fatui? Ah, it appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger да, known as the Доторы. Doctor. I have no idea how this Doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. А, ну все-таки есть Even частично. now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Да, в каком еще Well, it's состоянии? not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning. Ну это So I что-то felt общее compelled to между ask her to join us. скаутами и Her лесными stamina has дозорными. gotten much worse recently,
Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Так, я хочу с тобой, я хочу ей помочь, она великолепна. Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the Traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as Lunar Lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Hey, Tainari, where exactly are we going to find this plant? Lunar Lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Отлично, туда и отправимся. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar Lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumero have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its Ну name. хорошо, хорошо. Oh, huh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tainari. Так. Я пока читал то, о чем вы говорили, проебал фею. А, вот она. By royal decree. Ух, какая музыка боевая. Oz, reveal thyself. No rest Ос, for the wicked. подойди. Так, отлично. Насколько мне помню, я помню, этот ресурс нужен для Тигнари, для его возвышения. What trinkets lie veiled within this desolate plain? Так. Где-то здесь. А, вот вижу. Да, свежий лотос не отпала. Он тоже нужен для Тигнари. There should be lunar lotuses growing somewhere in... If you could manage to get... We'll rendezvous here. А, я уже собрал, прости. Надеюсь, бага сейчас не будет. Hey, Tainari, we found the А, lotuses все you нормально. requested. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tainari! Ну-ка, интересно. А что будет? Oh, Tainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early?
Видимо, что-то Let's go случилось. find out what's going on. Так. А далеко ли телепорт? Как вы думаете? Я думаю, недалеко, да? Надо чуть отвлечься и активировать телепорт. Чтобы в случае чего мне было проще путешествовать сразу. Так, он оказался сильно дальше, чем я планировал. О, стоп. По Сумеру можно будет плавать. Призывать Митабору. Фрикадельку. Потому что я вижу якорную стоянку. Очень интересно. Чего? А, наушники сидят. Спасибо. Оп, все. Дальше. Высоковато. Да, что-то я просчитался. Так. О, хили чёрвы. By royal decree. Beg for mercy. Все? Песик? Что ты тут сидишь? О, я его слышу. Откройся. Ёб твою мать. Почему по мне въебало? Воу, какой он симпатичный. Девочка, ты меня не пугаешься? О, испугалась. Так, а это у нас что такое? О, значок задания. Сайт квеста. Раньше был только синий восклицательный знак, а вокруг теперь у него ромбик появился. Раньше такого не было. Да, они меняются потихоньку. О, мы с тобой драться будем? Да, мы с вами драться будем. Давай. Sucker for a punch, huh? Happy to О, oblige. женщина-враг. Ну-ка, ну-ка, интересная анимация, как ты дерешься. Оп, оп. А раньше персонажей врагов не было женщин. О, как интересно. И музыка будет другая. Ну, какие интересные анимации. Оу. Ну-ка, ну-ка, еще. О, что это она? Песок в глаза кинула. Ладно, хватит. Oz, reveal. Shut up. Давайте покажем, как сражается в Монде. Beg for mercy. Выцветший красный шелк. Интересно. А вот это растение выглядит так, словно с ним можно взаимодействовать. У. Что это был? Корабль. О, место для рыбалки.
Так, надо поставить значок, что тут можно рыбачить. Пригодится. Ой, я что-то как-то увлекся изучением мира. Иди сюда, вернись обратно. Я знаю, что с тобой нужно делать. На тебя нужно воздействовать дендро. И нет. Не попал? Опять не попал. Семена трияны. Как у создания триокшана есть обычная, обожженная и оживленная форма семена. Та-та-та-та-та. Электро. Не тем по ним бил. Ага. Бутоны соцветия и четырехлистный символ. Сумеру вам могут встречаться бутоны соцветия, которые при контакте с дендро разбрасывают четырехлистные символы, использующие эту сумеру такой. О, вон оно что. Ясно. Так, ну теперь мне нужно пира. Капец, не хватает элементов. Next time, be sure. Надеюсь, вас просто нужно поджигать, и не в каком-то определенном порядке, а то я заколебусь. Ой! Прости, я не хотел тебя поджигать. Да, просто достаточно поджечь и все. Прости, друг, я тебя оживлю. А не работает, да? В общем, какое-то время так и будет висеть. Так, я там где-то видел телепорт. Ой, я, кажется, не в ту сторону иду. Вон там телепорт, да. Так, я добью до той? О, до той добиваю. О, есть что исследовать. Так, я на тебя уже повлиял, да. Все, на нее можно только один раз разово. О, это что такое у нас? А, просто изучить. Ясно. А, вон в чем дело. Тут бочка стоит, которую я в прошлый раз не заметил. Дендробочка. Вот что по мне бахнуло. А это что такое? А, просто... Дендробабочки. Взял хотя бы одну? Да. Город, где обитает вся мудрость, снесена в архив. А куда этот снимок-то будет сделан? В какую сторону? А, вот в эту. Угу. Там сайд-квест. О, что это такое висит? Я могу это что-то взять? Нет. А взаимодействовать я с этим могу? Нет. Ладно. А это что такое? Дендергранум. Оу. Destiny has brought me hither. Это загадка была. Ясно, такой тип загадок. О, хиличуру. As you wish, Fräulein. Motion to compel.
remarkable condition. Так, стоп. Если здесь есть этот дендрогранум, то он ведь для чего-то нужен. Для чего? О, вижу. Ой, нет, это же этот. Дендрокул. А, кажется, я залез кому-то домой. Простите, я не хотел. Так, стоп, хватит. Обратно. Надо проходить сюжет, а не бегать как дурачку, изучать всю территорию. А сколько, интересно, я уже изучил? 14. Лес Овидия. Ага, первая локация, которая нам доступна, это лес Овидия. Опа. Что это у нас такое? Propagate! О, это перебраться на ту сторону можно быстро. О, новый противник. О, какие они милые! А как вы атакуете? Это чем-то похоже на призраков из Инадзумы. А у вас, я так понимаю... А, нет, иммунитета к дендро у вас нету. Так, на горение вы очень плохо реагируете, а на электро. Какие милые противники. Такие миленькие. Let's appraise the value on Такие this. прям муси-пуси. Так, а я активировал это? Оу, куда наш ведет? Так. Плесенник. Плесенник. Эволюционирующий спор чудовища с зачатками разума. Впервые получив удар электро- или пироатаки, в зависимости от элемента атаки, он переходит в состояние оживления или обожжения. Победите этого изменившегося кривого монстра, чтобы получить разные награды. О, Дендограном. Это чудесные духи, сопровождающие появление благодатных ветвей. Они являются дендогранумами, которые символизируют защиту дендра. При нанесении заряженных атак и прицельных выстрелов дендограмму тоже будут атаковать. Кроме того, во время ваших приключений будут появляться объекты, которые можно активировать или уничтожить только с помощью силы дендрогранумов. Понятно. Ясно, как это здесь организовано. Так, надо задание выполнять, а не тут бегать повсюду. Я так был близок к телепорту. Я прям рядышком. Ладно, еще вот этот телепорт активирую. И я обещаю, пойду выполнять квест. А какой квест я, интересно, выполняю? Встреча с Тигнарией это будет считаться? Или это как просто знакомительный? Часть чего я выполняю сейчас? О, там какие-то темные столбы. Видимо, это то увядание, о котором нам рассказывали.
Там какая-то новая херня. Какой мост интересный. Оп, дентаграмму. Ну. Ага, вот он. Вижу его. Опачки. Лишним не будет. Ух ты. А кто это у нас тут такой танцует? Привет, ты кто? Оу. У тебя гидроатаки или мне кажется? Ну-ка. Вау, красиво. Так, она как выглядит ульта главного героя? Какие красивые у тебя атаки, ну-ка. Как интересно. I'll keep this close. Здесь тоже есть такие сундуки. Ясно. Так, что это у нас тут? Пустынник, родник в песках. Мечник неорганизованной группировки наемников из пустыни, получив определенное количество урона, выпускает злого духа, заточенного в оружии, и принимает заряженную форму, которая значительно усиливает его боеспособность. По завершении действия заряженной формы она на определенное время переходит в ослабленное состояние. Ясно. То, что мы наблюдали, когда она уткнулась в землю и стояла. Все понятно. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you Так, at что Gandharvaville. произошло? Давай рассказывай. What's going on? We just discovered a Withering zone. Зона увядания. У нас будет с увяданием The сейчас Withering is знакомить. back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area. So we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tainari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Summeru. You're still unfamiliar with many things in these Полетели, lands. плевать, что мы только There's a прибыли. unique type of anomaly that occurs in the Summeru rainforest. It's called the Withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest Так, is a мне не dangerous нужен глаз place. бога. Полетели, As все, Amir все, все. said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the Withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro
seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. We typically only teach visitors how to identify the Withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. Отправляйтесь, погнали, посмотрим, что это такое. А, ну да, вон видно внутри, там деревья мертвые. Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Угу. Where? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the Withering. All right, traveler. We're going to have to enter that Withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of... Thank you. But I must warn you. Even with elemental powers, once you step inside the Withering zone, you may experience extreme discomfort. Then, let's go. Все отлично, погнали. Что-то новенькое. Найти все ветви, которые придерживают зону увядания. Погнали. Ужасное увядание. Зона увядания является конкретным местом. Это местность, разъедающая таинственным и зловещей силой. Здесь персонажи накапливают увядание. Скорость его накопления зависит от того, в каких областях вы находитесь. В зависимости от количества накопленного увядания у всех членов вашего отряда уменьшается сопротивление всем элементам, физ-сопротивление и максимальное ХП. Чем больше разложения накопится, тем сильнее снизятся эти показатели. Если вы останетесь в зоне увядания после того, как накопится максимальное количество увядания, все ваши члены отряда лишатся сознания. Ага. То есть здесь не такой принцип, как с замерзанием и электростатусом, который накладывался в Инадзуме. Там, если он наложился максимально, у тебя набывало ХП. А тут падается твое ХП и сопротивляемость. Если ее накопить максимально, ты отъедешь. Вон оно как. Используйте силу дендрограммов, чтобы нейтрализовать увядание. Только так вы можете уничтожить ветви увядания, которые распространяют эту разъедающую силу. Когда все ветви увядания в зоне увядания будут уничтожены, вы сможете разрушить опухоль увядания в сердце зоны. Многие зоны увядания могут быть уничтожены таким образом, но в зонах увядания могут появиться свечи жизни и пламя жизни, которые уменьшают накопление увядания. Подготовьтесь войти в эти зоны. Хорошо, все, я понял. О, я уже 2 накопил. Ай, ай, ой. Он не регистрирует попадание или я не попал? О, попал. А. После того, как их нейтрализуешь, они еще и атакуют. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Вау. Motion to compel. Now, destroy the tumors of the Withering. Этого недостаточно?
Или я не попал? Или это... А, вот так. Ясно. We did it! Everything's returning to normal now! Yes, thanks to you two. We were able to quickly restore this area back to normal. Tainari? You make it sound like we did well, but It's that obvious, huh? Я так Alright, it's понимаю, like this. это временное Recently, the болячка rate at which the решение. Withering Zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that Withering Zone, it won't be long before another one appears. Да, это чисто If заплатки, не that решает simply meant more проблему. work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The Withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the Withering Zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on понятно. those plants. And most disturbingly, as the appearances of Withering Zones have started to increase, Думаешь, это как-то связано? Kale's case of Elazar has also become more serious. huh? Well, why's that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients. No, none that we know of. The Withering has been recorded in Sumero for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul before? Нет, что Irminsul это? is a tree located deep beneath the surface, although it isn't like any tree we know in a biological sense. А, мы You его can видели как basically раз. think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern Да-да-да-да-да, deep слышно. underground, all the way up to the... Угу. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul. Понятно, allowing it to одно collect огромное knowledge and хранилище wisdom знаний. from ancient The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archons... And as for the Withering, its emergence is related to a disease. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did... I'm afraid we rangers will be battling the Withering Zones here for a long time until a cure... Alright, that's enough on this topic. Угу, все, понял. А что это за штуки? А, это, наверное, которые частично снимают накопленный этот. Прямого телепорта туда нет. Ясно. Так, давайте активируем вот этот телепорт, тот, что слева от нас. От меня. Чтобы в перспективе было проще перемещаться. А я знатно выхватил, половину хп потерял. Так, еще обучение. Зона увядания. Монстры, разъеденные этой средой и растущие здесь ветви гниения, будут нападать на персонажа, вызывая быстрое накопление увядания. Ага. Ага, все понятно. Еще выше. Что это там за грибочек шевелится, интересно? Так, телепорт сейчас активируем. О! Похитители сокровищ. Интересно. By royal decree, Job. incinerate!
Оу. Я случайно забил этого яка. Угу. Угу. Ага, не помогает. Ага, еще туда маршрут есть какой-то. Так, если мы зайдем сюда. Так, надо вот на это воздействовать. Возможно, что-то интересное откроется. Угу. Barbados, guide us. А что это за кошечки? Прости, я тебя побеспокою. Оу, ты агрессивный. А сильно агрессивный? Какие у тебя мышцы? Ясно, не сильно. Сколько с тебя мяса упало? То есть ты что-то типа мяса. Оп, спрыгнул. То есть ты, по сути, свой источник мяса. Только ты источник мяса, который защищается. Как интересно. Пещера. Допустим, пещера. Ага, ничего. Так, пира не работает. Дендра. Не работает. Электро. Не работает. Значит, какой-то другой должен быть способ. Потом разберемся. Так, а куда это я смотрю? Это я на Сумеру смотрю? Да, это Сумеру. Какой высокий склон. Вдалеке какое-то построение. Не сюда. Капец, у этой штуки дальность, просто офигеть. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? Великолепно, Withering не zone стоило you переживать. reported has been taken care of. No need to worry. Huh. Wait, is that? Oh no, Hypatia! Хайпасия? Что случилось? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumera. Что случилось? Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Oh. So what's it say? And what's with that weird Травушка у expression on нее your face? закончилась. Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines.
Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines. And by the 5 time дней, we 5 found дней her... не ела. Well, Да, I эти prefer not ученые to remember that. сумасшедшие. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? Все, привык. But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide Ну, any конечно, тоже я secrets видел. from you. Давай-ка объясни мне срочно. Мне очень When you интересно. passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually У него real сережка в memories ухе есть, только сейчас contained within заметил. Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. Может быть, она нам даст еще раз с ним связаться? But will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. Угу. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer no. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Так, погнали. Я хочу пользоваться этими штуками, они меня прикалывают. Оп, следующий. Оп, следующий. Оп, а до того не дотянулся. Так, там где-то дендроку должен быть. Пойдемте его возьмем. Почему я говорю в множественном числе? Ладно, неважно. Так, а эти буйволы, они дикие, нет? А, да. А, во. Нифига, сколько мяса ты после себя оставляешь. Целых 3. Очень интересно. Вон еще источник мяса лежит.
Так. Ну, физически я его не вижу. Значит, он где-то здесь заныкан? Или он прям сильно-сильно надо мной? Вверх я тоже не вижу. Непонятно. Походу он подо мной заныкан. Да, вот он. Да, опять. Вижу, что можно взаимодействовать, но не понимаю, чем. Oz, reveal thyself. Оз, ты где? Ладно. Вот. Мне, походу, надо вот эти ремонтировать. И тогда все будет восстановлено. А как их ремонтировать? Ой, чей-то домик. Ничего интересного. Да, походу мне вот это надо как-то ремонтировать. Не работает. С ними можно взаимодействовать. Да, вижу. Восстановив эту, мы откроем то. Но как их восстанавливать, я пока не понимаю. Ладно, допустим. Akasha should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Мне кажется, она без сознания лежит, 3 дня не ела. Hello? Akasha? Hey, there's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Вон она лежит. Угу. Что это такое? Стоп, что? Кто это был? There you are. Hypatia, are you alright? There's no way we can get her to eat in her current condition. Huh? Wait. What? Туман. Стоп, это не та местность, в которой мы были. How things out here end up looking like this? What happened? And where are we? Really? Это из-за того маленького создания? Врата возрождения. Ага, значит, все не так просто будет. Сражаться. This place is huge. Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. But my defense was watertight. Time for your arraignment. I swear by my sword. Подойдешь или нет? В подземельях Сумеру могут обитать прыгучие грибы данного вида по неизвестным и, возможно, удивительным причинам. Они не принадлежат к созданиям Трилакшаны.
Что за... Что? Да почему ты вперед прыгаешь? Нет. Так, выйти, я так понимаю, отсюда я больше не могу, да? Да, заблокировано. Взаимодействовать возможно, но непонятно как. Оп, 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 успел. Воу. А, это комната загрузки была. Huh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Где мы, мать его, идти? По дизайну похоже на Инадзуму. Ну точно. Что это происходит? В подземельях Сумеру иногда встречается первобытный янтарь, а также проходы, которые заблокированы им. 3 куска первобытного янтаря откроют соответствующий проход. 3 куска. Угу. Угу. Так, Дендра. Midnight Phantasmagoria! Motion to compel! Stone's blood! By royal decree! Propagate! Wind, hear me. Wings of darkness! Come, sever night from day! Воу, 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 нет, 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 там сундук был. Верни меня, я не хотел. Я не думал, что я отправлюсь и отменить никак. Зараза. Куда это я? Что это такое? Оу, 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 оу. Ясно. Обратно никак. Я там сундук упустил. Собака. А в смысле? А что? Как? А как? Туды. А, во.
Я хочу вернуться. Там сундук был. Да, вот он. Причем нормальный такой сундук. Ау. Неожиданно. А, мне доступно сейчас рюкзак? Так, доступен. Не осталось места. Неждан. Так. А у меня есть кто-нибудь недокачанный? Вот, Сай, у тебя какие артефакты стоят? О, вот этот лучше. Так неожиданно кончилось место. Ой, не туда нажал. Шанс крита. Ой, x5, ничего себе. Так, все артефакты 1- и 2-звездочные мы спустили. Отлично. Ну, конечно же, в защиту. Куда же еще она уйдет? Все, освободили место. Идем дальше. Так, кто здесь? Учение о наставлении. Вернемся. Куда дальше? Куда-то наверх. Хорошо. Пойдем куда-то наверх. Оп, а вот и третий. Отлично. Оп. Какая необычная комната загрузки. What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. Это
Дизайн Инадзумы. А не Сумеру. Так, ну я понял, что их нужно визуально совместить. А, вот отсюда. Ну, лифт. Вверх или вниз? Вверх. Угу. На верхнюю платформу. Хорошо. Ничего не происходит? Ничего не происходит. О, старые добрые знакомые. Только это какой-то мутный. Это воспоминание? Harold, what are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. А, Scatter! Boom! Oz, reveal thyself! надеюсь, с тобой не будет полноценного боя, когда ты надеваешь на себя щит. Incinerate! Propagate! Будет. Проблема. У меня нет с собой Крио. Motion to compel! By royal decree! У него вообще щит не снимался. Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it! А, ну We и faced вправду. others like him before. What's wrong this time? Traveler. Though you may have managed to avert countless crises before, your Что good происходит? fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Your sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that Только of не an говорите, что annoying сейчас bug, придет only to Люмин. be stepped upon. Это будет неожиданно. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! Угу. Вернулся обратно.
Sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Whoa! Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Who is there? Tainari, is that you? Еще одна новая прическа и новый разрез глаз. It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living Что nearby? говоришь? Нет. Сосед? Oh? So you're able to see them too? Wait, hold on a second, Traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the Traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort Так, а of с evil которым connection with the Дендрархонтом? Dendroarchon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh, and then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Это не странный звук, это звук голодающего человека. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too.
Let's eat first and talk about Irminsul later. Alright, we're up, traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tainari came to visit. Еду на костре. Что там поблескивает? Меня это все привлекает до ужаса. Я как сорока. Капуста. Геншин приучил нас быть сороками. Везде, где блестит, нужно бежать. Так, с этим взаимодействовать нельзя. Это просто какой-то монумент. Древний. А я могу их подобрать? Нет. Так, костерок. Сделать бенто? А, понял, принял. All done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. Are you already finished cooking? Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spirit-born eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the Academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spirit-born ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers naturally. Anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experienced a sensory overload. Hence, the adverse taking in any sense similar to the ingredients of Spirit-born ale would cause adverse Not to worry, though. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon. But unless you're using... Well, that's... I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding... Whoa! You're really serious about this. I am a researcher, after all. As a member of the Ritawe Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there's still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeri have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone.
We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involvement. Whoa! So knowledge from Irminsul can be super. Of course I do. Especially during nights that are pitch. However, I've been feeling better as of late. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Arc. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for. Well, it's strange because nearly nobody in Sumero can ever dream. И жители Сумеры не видят сны. Что? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Что? Sumeru. Странно. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumero do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us awake. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a Да researcher. это как-то странно не видеть сны. Я их, конечно, не каждую ночь вижу, но периодически вижу. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, Хорошо, do you have спасибо. any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World, forget me. Но это был голос Кусанари. If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life, I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, there's no need to be thanking me. You two are my saviors. Угу. Снова сон? Now that we know Hypatia is alright and had the chance to. Надо колеи навестить. Интересно, она уже поправилась? Как удобно. И никакие пэты не нужны теперь с таким-то способом перемещения. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. Опять пришли его заманивать. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the Academia. Новый вид прически, у старика усы, таких не было, I am очечки. truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tainari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kage?
You'll know once you've arrived in Sumero City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. Tainari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of... But all that can wait. How did It was quite the eventful trip, but the main thing is that... Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to... That's right! We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Sorry. I'm afraid I don't have... Well, do you at least... Let me think. My trips to Sumeru... How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the academia that utilizes the legacy of Greater Lord. Needless to say, this device and its usage... Great! Next up, Sumero? That's right! Tainari, we have some... Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this, she knew you two would be leaving soon. Thanks, Tainari. Farewell. Так, вон она, вижу, отсюда стоит. I've been waiting for you two. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend, not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Ну-ка. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My О, отлично. handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Конечно Gandharvaville. будет, особенно если у нее офигенные I, характеристики. trainee forest ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The rangers will always be ready to assist you here. Отлично. В город Сумеру. Что это у нас? Да, 4 штуки. Прям много. Что ж, погнали в Сумеру. Destiny has brought me hither. Так, а куда мне идти? А, обратно. Вот так он рядышком. Я даже могу сделать вот так. Я подготовился.
Наемники пустынников, у вас тоже отличные костюмы. Оп, вот на ухе эта штука, видимо, да? О которой нам говорили. Это что-то типа телефона? Sumeru City! We finally made it! Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru вот как City раз with a Akasha. device. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha Terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha Terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. Давай. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha Terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon Давай arrival. быстрее, мне терминал. Here are your Akasha Terminals. Please handle them with care. It kind of looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of Да wisdom. услышай я голос божественной мудрости. Хорошо. Since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanagi. Let's give it a try. May the mighty God bless us with their... О, Паймон тоже дали. Whoa! Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Exactly. That is the power of the Akasha. Очень And with интересно. that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon О, Пайпон always тоже be возле your ушка эта guide. штука. Терминал Акаши. Now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanagi. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue. Значит, придется старым добрым способом вломиться просто-навсего. Давайте вломимся. Paimon's brain is exhausted. Oh, smart idea. But what are you going О сестре думаешь спросить? Huh. Could it be because we're Outlanders and we've... Так, а третье? You too? Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really miss their Archon. Well, seems no matter which way we try, we
Kusanali. Guess our only he's from Sumero and even has a position. Так, поехали. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Ага. Let's head over and have a look. Терминал Акаши отображается только у главного героя. У остальных он не отображается. Ёбаный потрёпанный. У меня есть знакомая, которая тоже играет в Genshin. И ей 50 на 50 упало её имя. Что-то там на 70-ю крутку. А сейчас на 12-ю крутку после её имени тоже 50 на 50. Получается, ей выпал Джунли. Это девчонка пиздец какая везучая. Что? Hello, are you Rohawi? Пиздец. Yes, that's me. Can I help you? Great. You see, Tainari's. What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce... Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Oh, ooh, what a relief. You two nearly scared the life out Что-то я не of me. припомню этих усиков тоже. So, you two just have some questions for me? Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Тоже борода будет. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. Ну-ка. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumero, she's never left the Sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, but No need to worry just yet. I'm only... And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able... In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha, and things you can never... Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But I know... Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia, or relations between the 6 great sages... Hey, come on! This is a survival skill at the Так ты просто academia. распускаешь слухи. oh, Paimon's expectations were pretty low. So what do we do now? Even if we want to talk, huh? Like who? Екатерина! Oh, Катерина! Catherine! The adventurers. 100 лет я не видел. Давай-ка. Ну-ка, местная гильдия искателей приключений. Что-то у меня все подлагивает. Так, точка телепортации. Оп. Новая музыка для чайника. Кати-кати. Вот и сама гильдия искателей приключений, доска объявлений. Камал, глава гильдии. Ой, я в Корее работал с пареньком по имени Камал. Здравствуй, Катерина. Ad Astra Abyssask. Hello, traveler and Paimon. Catherine,
in. We need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With Ой, what do you тоже есть require терминал Акаши. assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. Он реально как робот. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you Ну-ка. two. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally Что-то у accrue меня как-то игра не intelligence. прогружает An текстуры. Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. Видимо, там 30 человек. Supposedly, they are named as such because their А, ranks ну на number момент 30 at основания their понятно. inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters. You're welcome. I wish you two the best of luck. Alright, off to the Citadel of Razor we go! Погнали. Чайник? Что это за чайник? Доска объявлений. А, это кафе. Ясно, тут не таверна, а кафе. У-у-у. Как оно тут все выглядит. Прям как в фильмах про шейхов. Ну-ка. Кошки. Я не могу ее покормить, вообще с ним взаимодействовать. Музыка такая специфическая. Один этаж. Один. Кто очень долго прогружает у меня Сумеру. Видимо, то, что я первый раз сюда пришел. Ага, ясно. А куда я, собственно, иду? Я иду к точке телепортации. А это, я так понимаю, храм.
А, нет, это Академия. Оу. Это часть локации города Сумеру. Оу. Опачки. Что я вижу? Еще выше есть телепорт. Студент и студентка. Феминитивы. Так это просто беседка? Да, это просто беседка. Какая большая локация. Вот тот остров, который в себя словно что-то втягивает. Очень интересно, что это. А вот еще одна точка телепортации. Вот к ней я и шел. Ага, да и все. О! И вот мы к дворцу уже приближаемся. Храм Суратсана. Эх, эти игровые условности. И да, войти я в него не могу. Довольно высоко я поднялся. О, разложение, вон там какое сумасшедшее. Вон то место в пустыне. Ладно, так куда мне? Туда куда-то. Кусочек разлома. Сумеру. Ух ты, грибы какие там. Это же грибы, я правильно вижу? То есть Академия это не отдельная локация, в нее прям войти можно. Понятно, почему мой комп немножко в шоке от прогрузки всего этого. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Oswald. We'd like to ask you about... I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Wait, seriously? That... Afraid so. The Eremites aren't terribly religious. So, we originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own tools. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumero aren't interested. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, in their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance. And the Academia never announces anything. Really? Aw. But who knows? We're all just guessing. All right. Well... No problem. Always Is there a new request from the Academia?
about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumero. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kus- Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a Ну-ка, legend что за of the легенда? Dendro Обожаю Archon. легенды. Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who panicked by what he heard. The man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him. With the wisdom, the man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dance." Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Я Let's так chat понимаю, another тебя day. преследуют, да? За твое верование. Hey, wait! What the heck just happened? It looks like they're searching for someone. This stinks! We finally managed to find him. Let's see if we... Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? Did she have bandages? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her! Ну, понятно, в общем, примерная ситуация происходящего. Что вообще творится? Старый Дендро-Архонт умер. Появился новый. Но властимущие не хотят давать ей власть и восхваляют предыдущего Дендро-Архонта, а так как она уже не существует, они на самом деле под ее именем проталкивают свои идеи и укрепляют свою власть. А нового Дендро-Архонта они не выпускают из заключения или где они там находятся, чтобы она не обрела власть и не стала популярна, чтобы они по-прежнему могли управлять людьми. Как бы политика, все понятно. Политика, просто тупо политика. Как бы, походу ситуация складывается так. А маленький Дендро-Архонт переживает, что они просто тупо все забудут. Я так полагаю, здесь такая идея, что если они все забудут, то она исчезнет. Наверное, такая логика. Хакан, ты чё сгрустнул? Ладно. И, естественно, Академия отправляет наемников ловить всех тех, кто почитает Кусанали. О, кошка. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been
Yes, you too. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking. Really? Thank you so much. Uh-oh. Looks like there's... Huh? More of them? No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for... Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port. All right, let's move out. Stay behind us. Другая какая-то таверна, не кафе. Цишань. Официантка в таверне. У тебя имя как? Не как у жителя Сумеру, как у жителя Льюэ. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. Пайман такая. My lady, who are these two? Ушки! У меня тоже They're есть travelers ушки. that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Кошачьи глаза. Интересно, Wait a sec. Who the heck are you? And what она are такая you же, как и doing Цин, here? девочка-кошка, или как I'm Miss другая? Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on Приволочь. not going, then I'll have to Как carry you мешок like a sack картошки. of А она мне potatoes. нравится. Hey, Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Пожалуйста, Sorry, можно my она lady. будет управляться Even though I'm копьем? your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your Нет, health, это не ушки, carelessly это running волосы around все-таки. like this is Значит, gonna такая же hurt ya. кошка-девочка, For the как и sake of Цин. those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only Так кто people мне... being stubborn right Мне now are my никогда не писали parents. столько в And этом. they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Дехья, пожалуйста, будь Yeah, I know it копейщицей. hasn't been easy for mother and father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. Четырехзвездочной The копейщицей. love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man.
Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays. Половины. А, вот она, значит, как сначала, типа, нет, я не буду брать Мору, а теперь возьмет. Интересный подход. Looks like they've reached an understanding. I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Конечно. Sure, after you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Ha! Well, if it isn't Dia. Haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family. Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really... but please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Yeah, we're already super grateful for everything you told us about Lesser. How about our coconut charcoal cakes? Кокосовая угольная лепешка звучит великолепно. And they run cheap. Look, other customers over there are eating. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Готовое блюдо из слизи слаймов. What do you have against my slime dishes? Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? What? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend?
After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumero city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Что это у нее там за спиной? А, рюкзак. Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. Sub-Zerus? Что What's это? the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumero. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumero's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zerus festival, forget any funding. Ну то, что я и говорил, политика, они пытаются стереть Maybe they её. see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumero, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zerus festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. В смысле меньше? Hold Наличие on, my финансирования это lady, уже does this важно. friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Да что мне Dia, would you accompany написывает? me? Sure. не писали, That's а тут quite the вдруг. trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end. But of course, Nilu will be thrilled to hear the... Большой базар. Интересно. Это какой-то рынок? Или что это? Что-то мне с трудом верится, что мой компьютер... О. Тоже неплохо. Новая прическа. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end.
Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, Почему-то мне right? кажется, что она будет гидрокаталист. You could say that, Нилу. but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Oh. And who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumera City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? That's wonderful. You two absolutely mustn't miss the Sabzeruz festival. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Давайте я вас профинансирую. У меня этой моры. Чё все лагает-то? Wow! This place is amazing! Not bad. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be... We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go thank the Dendro Archon for Dunyarzad, but the more she gave us, the stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sabzeruz, the most important performance at the Sabzeruz festival. Dunyarzad, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sabzeruz festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful Padisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could..." Of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Padisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Настоящие Падисары? The Greater Lord brought forth Padisaras in memory of the Goddess of Flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just two real Padisaras on the stage. So, Traveler and Paimon? Конечно. 100%. Я готов даже профинансировать. Показывайте, где касса. Да что происходит?
Почему у меня разрывается Дискорд? Paimon thinks that's a great idea. Hey, come on! There's nothing wrong with enjoying a festival. Besides, it's Lesser Lord Kusanelli's birthday. She'll be happy to have more people who are celebrating it. So how about we all attend the Sub-Zero's festival together? Конечно. Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanagi. In that case, we'll take a... Девушка танцует, интересно. Честно говоря, это больше похоже не на танец, а на... Не знаю, как это правильно описывается. Накату ушу. Ой, игрушки Снежной. Вот если бы я вышел на рынок Льюэ, о чем ты? Мне вот что интересно, а здесь есть где-то на карте место, которое я вот не вижу на данный момент. Это гильдия искателей приключений, это какая-то чайная, это магазин, это алхимия, это кузнец, это жральня. Это какая-то книга, что это? Дом Даэны. А где точка, с помощью которой я смогу возвышать свою репутацию в городе? Я хочу крылья. Типа, если посмотреть в Инадзуме, она вот она. Вот так выглядит. Но здесь ее сейчас нету. Может быть, я еще просто ее не открыл? Может быть, она не в городе Сумеру, может быть, она в порту Осмос. Может быть. Так, ладно, допустим. Давайте со всеми поговорим. Сколько уже стрим длится? 3,5 часа. Да уж. Бабуль? Dancing at the Sub-Zero. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the... My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored. The Sub-Zero's festival has been losing its appeal over the years. That is... Ясно. Что ты скажешь, Дехья? Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this Дехья, пожалуйста, будь четырехзвездочным персонажем с I don't know копьем. much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a pen. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting, and they're. I mean, that's what I've heard at least. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some fest add when it comes to musicians, dancers, or singers. The Grand Bazaar's got the Так, кто еще на нижнем уровне? Дитя. Свуф. Песик. О, новый детский костюмчик. What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Did
Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. Раздает всем сладости. Ну, кто бы сомневался. Но тоже верное решение. Привлекать детей за счет сладости, чтобы они хотели приходить, а потом они, будучи взрослыми, будут приходить. Там ребенок стоит за прилавком. Зулейка, владелец лавки коров. Юсуф. Ой, вправду дети торгуют. Угу, понятно. Книги в Сумеру продавать нельзя. Ладно. Nilu, your outfit looks amazing. There's also something different about I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Dunyarzad, you look absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the goddess of flowers herself. Hey, is that who Paimon thinks it is? Катерина вышла из этого. Catherine. Из своей будки. Охренеть! Это событие покруче, чем все обновление Сумеру. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Ебать. Hey, Catherine. Неждан. Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssal. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're Бать, found Катерина along the вышла. way. Офигеть. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back Она посмотрела вверх, словно с кем-то связалась. А это похоже на замочную скважину у нее на шее. By the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumero City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here.
You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. Вот это прям неожиданная встреча. There's something really different about Catherine today. Hey, traveler. Paimon. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. Are you serious? We'd love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to... my lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found... Sounds like a plan. Звучит как план, мне тоже нравится. Let's head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia. Они так прикольно сделали с этими автоматическими дверьми, что это не подзагрузка локаций. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only... Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a... You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Еще одна цендерка. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a... Oh, hey, Chief. Так мы же уже с ним разговаривали. What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know... We met this morning after the adventures. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Кража. Anything you can tell him? Rukshaw's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumera City to be... Since you've already mentioned the... Appreciate it, Chief. Theft? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might... I suppose that's one way to look at it. But if you... Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for Lee. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more late. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha. Now, if you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Манера речи вот этого Асфанда очень сильно мне напоминает серого посредника из Mass Effect 2. Вот прям очень сильно. Сею, скорее всего, разный. Но вот манера речи очень сильно напоминает. Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. If you're also interested... Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for the Scarlet King." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a... You bet they are. The Scarlet King's been dead. Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, traveler, that's... Thanks, Dia! And you too, Osfand! Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City... Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zerus Festival. So, be good. Then we'll see you both... Отлично. Порт.
Свернутая игрушка. Ага. Что это такое? Первоклассная камера. Только в пределах границ Сумеру. Какая-то особенная камера. Оп. Стопе. Эфинди. Ага, то есть поручения мне на данный момент недоступны. Но я нашел человека, который за них отвечает. Уже хорошо. Так, а мне куда? Ага, мне сюда. Погнали. Мне сюда. Вызову фрикадельку и поплыву на нем. Мне же вниз по реке, вниз по реке. Погнали, Метабору. Ну, а по пути буду зачищать сундуки. Отлично. О, лучник. Умеешь плавать? Не умеешь. I hope the others find some. Это вам не прохожих грабить. Это профессионалы из Манштада или Юэ. На корабле что-нибудь есть? Нет, ничего. Погнали дальше. Сайд-квесты появляются. Ладно, потом их, если что, возьму. Что у нас здесь? Я не вижу у вас сундука. Но если вы настроены посражаться, я вам не откажу в удовольствии. С чего бы мне вам отказывать сражаться? Что это за... Музыка какая-то. Нет. Так, с этим тоже можно как-то взаимодействовать, но непонятно как. Ясно. Непонятно. О, телепорт, отлично. Лишним не будет. Место для рыбалки. Место для рыбалки. Надо отметить. Да, я их распугал. Ожидаемо.
Дальше. Красиво-то как. Деревня Вимара. Прости, рыбак. Оп. Пригодится. По ходу дела буду обновлять. Угу, вижу. Так, а ресурсы я могу поднимать? О, могу. О, разблокировал сундук, ясно. Как это работает? Нужно активно пользоваться лучниками. Так, прямо под носом статуя Дендра Архонта. Надо посетить. Некуда? Видимо, это все. Ладно. Открыть, так сказать, карту. О, это что, гигантский робот? Да-да-да, который нам показывали. Ага. Туда. И там же нас будет ждать мясо. Куда ты? Гора Девантаки. Ага, и вот он, тут робот указан. Ага, мне туда. Ясненько. Ну да, 4 штуки только нашел. Какой мне там еще и покланяться? 20 надо. Победить похитителей сокровищ. Прям где-то рядышком тут. Что вы тут устроили, ребят? Ай, ай, ой. Устроили тут, понимаете ли. О, совсем другой вид на Селестию. Если раньше она была плоской картинкой, то теперь она как будто бы 3D-объект уже в воздухе висит. Просыпайся, друг, надо подраться с тобой.
What trinkets lie veiled within this desolate plain? Так, возвращаемся обратно в катер. А, это уже открыто? Да, я оттуда вернулся. Ой, я оттуда пришел. Это уже поднято. Так, персик зайтун какой-то новенький. Оп, еще интересность. Ага, и опять такая история, что, да, корневая система, которую я не знаю, как преодолеть. Ладно, потом. Ну, с элементом дендра уже. Да бог с вами со всеми. Потом разберусь. Я в порт. Ой, да ну тебе. Я ж направление потерял. Мне порт вот этот куда больше интересен. Какая музыка началась? Так, мне швартоваться сюда. Вот здесь и оставим фрикадельку. А я думаю, у него голые ноги, думаю, нифига себе у него костюмчик. А нет. Вау. Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Guess that's only to be expected for the largest port in Sumeru. Maybe it's because of what Dia told us earlier, but Paimon can't seem to shake the feeling that there's also danger lurking in these crowds. Ooh. Let's get our bearings so we can start looking for leads. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. But other than that, we don't have much else to go on. Osvan told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon checked the Akasha on the way here, and the Academia doesn't seem to have any research facilities in Port Ormos. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? Well, given all the people that come through here every day, if there's any information to be Активирую вот этот телепорт, и хватит на этом. let's ask around and see what we come up with. Так, телепорт.
Я думаю, на сегодня хватит. А, вот, отвергнутая игрушка. Понятно, что это за 33 дня, нифига себе. Это ж длина всего обновления. А всего 16 дней на этот баннер дают. А не как обычно. Ясненько. Так. Предлагаю сделать следующее. Открыть всю карту Сумеру. И на этом на сегодня хватит. Ну и большую часть точек телепортации. Так. Точка телепортации. А чтобы было веселее бегать, ГГ мы убираем, а тебя ставим. Let's go gather some samples. Давай только оружие тебе поинтереснее дадим. Эмбер, будь добра. Отдай. Вот так уже в разы лучше. О, тоже девчушка танцует. А у нее другой уже танец. Так, мне туда. Давай, койот. Угу. Для комфортного исследования мира Сумеру обязательно нужны телепорты. Мира. Карты Сумеру. Это в перспективе мне очень сильно сэкономит время. Дальше здесь все. Тогда пойдем на вот эту ту точку. Ага, вижу. Дендракул. Оп, еще один. Великолепно. Возвращаемся. И теперь меня интересует вот эта точка телепортации. Угу, нам туда. Спасибо. Угу. Это пассивка Тигнари, что он видит? Что-то. О, нифига он гигантский. Так, мне туда не надо. Да, мне вот на ту сторону, пожалуйста. Ой. Блин, не дотянулся чутка. Не пережил падение. Ладно, все, погнали.
Вообще не планировал с ними сражаться, ну да ладно. Оу. Мне интересно. А я могу прыгнуть еще выше? Нет, видимо, пробуждение длится очень недолго. Ну да ладно, мне этого хватит. Отлично. Так, следующая точка. Ага. Туда. Отсюда вижу статую Дендрарфонта. Значит, мне туда. Сколько сундуков, ёпросоты. Оу. А это зона увядания. Я бы не хотел в нее залезать. Ой. Ага, она только в низине. Ясно. Точка телепортации. Дендракун. Надо мной нету, значит подо мной. Отлично. Если не ошибаюсь, мне куда-то туда. Правильно иду хоть? Да, правильно. Пойдем по дороге. Кто? А, грибы выскочили. Ой, да ну вас. Развалили себе такие. Так, дендракул. Угу, не допрыгиваю. Ой, як! Я не хотел тебя атаковать.
Любишь кататься? Люблю и летать. Отлично. Да куда ты? Почему она периодически прыгает вперед? Хотя я не нажимаю вперед. Угу, еще одна зона разложения. О, а вон он тот босс. Ясно. Сколько точек телепортации. О, я нахожусь в зоне разложения. Сколько? 9. Я накапливаю уже? Нет, не накапливаю. Ага, покинул зону. Так, следующий. Как странно кусочек открылся. Криво-косо. Сколько точек телепортации? Чё так много? Так, теперь мне нужно открыть эту. Значит, мне нужно вот сюда. Забраться туда. И с нее я смогу уже попасть туда, куда мне нужно. Так. Мне нужно кое-что надеть. А именно... Где? Вот эту штуку. Семена лишними не будут. О, это ж новый враг. Это ж новый вид врагов. Хочу с ним сразиться. Иди сюда. О, это еще летающий, который. Как интересно, какие у него такие. Воу! Интересно. Оз, почему ты его не атакуешь? Так, а это что за тип атаки? А, бомбардировка, ясно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, ясно. Ага, ясно. Очень интересно. Сейчас будет бомбардировка, да? Ага, именно в этот момент в него можно наводиться. Угу, стоять в центре небезопасно. О, упал. Так, а ресурсы с тебя падают. Ага. Угу. Ясненько. Так, а мне нужно вон туда. Так, Тигнари. Спасибо. Так, еще одна еда. А этот ях на меня интересно сагрится, или он просто по своим делам идет? Сагрится. Ай. Да чтоб тебя.
Ау, ау, ау. Урона не наносит, но очень противный. Как он интересно встал. Оу. Это был ваш як? Простите, я не знал. Оз. Спасибо, Оз. What trinkets lie veiled within this desolate plain? Так, а сколько уже карта? Луга Вишудхи. Понятно, 3%. Мы ожидаем, что не так мало. Так, а для чего мне сюда? А, я здесь был. А вон точка телепортации, которую я пропустил благополучно. Ой, я опять случайно снимок экрана сделал. Отлично. А теперь мне нужна... Так, а я ее отсюда не вижу почему-то. Тогда будем ее отслеживать. Ага, туда. Сейчас это все будем пропускать, потому что потом. Потому что потом, да. Вот именно так. О, еще один. А это, наверное, наземный, да? Да-да-да, это наземный. Ну, какие у тебя атаки? Давай, продемонстрируй мне их. Оу. Ты мне Тигнари убил. Так, это что за атака? А, никакая. Ну что-то как-то я не понял, ну ладно. Анкер хаоса. Угу. То были ядра мы собирали хаоса, а это анкеры какие-то. Угу. Еще одна точка разложения. О, вижу. О, куда? Не-не. Плесенники вы мне не интересны. Вот она, вижу ее. Погнали. О, феечку тоже вижу.
Какая интересная беседка. Где это я? Что за место? Надо поближе подлететь. Какой-то механизм вдалеке непонятный. Это кусок того робота? Мне дадут объяснение, где я? Парадис Дхай. Это чей-то замок? Там есть точка телепортации, пожалуй, я ее активирую. Так, внутрь можно зайти, хорошо. Студент. Это какое-то подразделение института? Сад размышлений. Хорошо. Хильчуру что-то атакуют. Ребята, у вас там все хорошо? Так, не туда. Угу, вон вижу столб, пробивается сквозь деревья. О, интересно. А, еще лучше. Достижение какое-то. Что это за достижение открыл? А, вон еще одно есть. Да не залазь ты на него, исследуй. А если... Нет. А эти? Нет. О, ты выглядишь безобидно. А, это один из этих пузатиков, который нам встречается периодически. Привет. Эти капустные духи очень шустрые. Что это такое? Что, простите? Вот это интересно. Питомник в дикой природе. В лесах Сумеру можно обнаружить, казалось бы, никому не принадлежащие питомники. Следуйте за светящимися духами и обходите каждое поле, не останавливаясь и не проходя по одним и тем же местам. И, возможно, случится что-то хорошее. Топтать поля нехорошо, но ваши следы пробуждают в них жизнь. May the glory of the Prinzessin bring light to this world. Не понял. Что я сделал? Ага. Любопытно. Вы смерти? Что? Что это за предмет сейчас был получен? И куда он упал?
Так, он не сюда упал. Не в еду. Не в артефакт. Так. Сюда упал? Здесь я его тоже что-то не вижу. А куда он? Ну не в оружие же, он явно упал сюда. Нет, сюда. Да, он сюда упал. Это квест. I hear Это the какой-то voice of квест. fate, speaking my name in humble supplication. Приветствую, форум. Здравствуй. 100 лет стазим. Ух ты ж, руины Дахи. Сколько тут всего. Чаще Апам. Ёк-макарёк. В смысле недоступно в данный момент? Почему? А, потому что я разговариваю. Сколько я насобирал? Что, как тебе Сумеру? Форум? 9. У тебя перерыв? Перерыв от изучения Сумеру? Cry out my illustrious name. Да я уже тоже заканчиваю. Побегал по мелочи. Тигнари, как ты можешь заметить, выбил себе. Ай! Я чуть кабан не убил. Стой, собака сутулая. Моего Тигнари чуть не убил кабан. Оп. О, и собака. 50 на 50. А со скольки попыток? Что-то 3 или 4? По идее уже обновилось. Так. Слушай, я не помню. По-моему, 3 или 4 что-то так крутанул и выбил Тигнари. Но у меня там... со второй попытки. Он мне подсказывает. Вот она, эта штука. Так, давай, лети. Эй. Так, а где еще один? Вон он. Да что ты будешь? Ну да, почему нет? У меня же был этот...
79 круток было произведено. Я ж тогда Юимию крутил и не смог ее выбить. Да. И у меня прошло, обычно же после 75 увеличивается, а у меня уже 79, и Юимия не падает. И я такой, ладно, фиг с ней. Так, я не знаю, куда ты меня поведешь, поэтому не пойду за тобой, феечка. И я такой, оставлю на Тигнаре. И если я его выбью... Не-не. 2 крутки и выбил, а по шансу там вообще высокий был. Вообще со второй я тебе могу историю рассказать. У меня есть знакомая Надя, которая тоже играет. Вот она себе выбила Юимию в 50 на 50. А на 13-ю крутку... 13-ю. Она выбила себе Джунли. Тоже в 50 на 50. Давай, койот, беги по стене. Правильно, не ползи, зачем тебе это? Что с этой стеной? Почему я по ней бежать могу? Да. Все. Вся карта открыта. Ох, ёпрст, сколько... Сколько тут всего открывать. Какая же карта теперь гигантская. Ёпрст. Да. И это еще не все. Еще вон там Инадзума. Гигантская. Фух. Тут вот Натлан, наверное, будет. Или он, наоборот, ниже. Хотя тут еще Сумеру будет, скорее всего. Ёпрст, какая гигантская карта. Сколько работы предстоит. Не, у нас договоренность. Все честно. Сейчас я играю и стримлю. От 3 до 6 часов. А потом компьютер полностью в ее распоряжении. Я как бы с утра проснулся. Навел почти везде порядок. Насколько это возможно. Пропылесосил, все прям сделал. По красоте осталось только... один стеллаж разобрать, и будет идеальная чистота. Тут повсюду лягушки. Ты чё так задрал косу свою? Ну-ка, выйдите оттуда. Мне вас бить неудобно. Как интересно они исчезают. В песок превращаются. What a pleasant surprise.
Так, точка телепортации. Где-то там. Ладно, на этом месте, пожалуй, и закончим. Только вот у меня родилась одна мысль. Баннер всего 16 дней длится, а у меня затея была какая? Если я выбиваю Тигнари, то значит у меня нет гаранта на Ганью. И в таком случае можно крутить этот баннер спокойно с Тигнари. Если что, я выбью себе либо Фишель, либо Калея, я и ту себе хочу. И потом уже плевать, выбью Ганью или нет, собираю я на нее или нет, потому что не факт, что, во-первых, соберу нужное количество примагемов, тем более такой короткий срок нам дают. К тому же не факт, что она мне выпадет, потому что 50 на 50. Вот если бы мне не выпал Тигнари, тогда да. И напоследок, в конце, я полагаю, нужно крутануть 10 раз. Так, из любопытства. Поехали. Вдруг Калеи выпадет. Оп. Кто у нас это? Диона! Нет. 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 Угу. Сплошное топливо, ожидаемо. Я делаю ставку на Диону. Фишель! Но я не разочарован. Спасибо за поздравление. Я ни капельки не разочарован, что мне выпало именно Фишель. Так, а когда там магазин обновится? Через 7 дней. Отлично. Какая неожиданность. Нет, на самом деле я рад, что мне выпала Фишель. Потому что теперь она у меня благополучно С5. И я бы хотел ее еще раз выбить, чтобы моя Фишель стала С6. Да. Увеличивает длительность пребывания Оза на поле боя на 2 секунды, а также он атакует с вашим активным персонажем, нанося 30%. Электроурон равный 30% от силы атаки Фишель. Великолепно. Я слыхал, что он на С6 Оз начинает как пулемет просто стрелять. Да, конста пулемет. Да. Так что я рад, что я выбил Фишель. Лишний не будет. Определенно. Что ж, на этой приятной ноте, я думаю, пора заканчивать. Спасибо, что заглянул в форум. Удачно тебе поиграть вечерком. А я, пожалуй, пойду.